Всем привет! Видео у нас сегодня просто огонь для самых продвинутых старожилов, тех людей, которые смогли найти себе парня, девушку, влюбить в себя, не любого, а одного, и те, которые в результате какой-то тщательно продуманной стратегии, либо в результате какой-то нелепой случайности смогли себе построить длительные, долгосрочные отношения, продержались в браке, может быть, даже больше, чем 3 года, может быть, даже вместе родили детей, и когда они выходили замуж или женились, они думали: у меня все точно будет не так, как у моих родителей, я лучше, я все сделаю правильно. И они верили и надеялись, что вот у них точно будет все хорошо, любовь будет длиться всегда, они будут стараться поддерживать хорошие отношения с партнером. Но потом что-то пошло не так, коммуникация скатилась в одно место, все позы в сексе вы уже попробовали, уже обо всем, о чем только можно было, поговорили, и вот ваш партнер вам наскучил. И как-то уже у вас начинают появляться романтические фантазии о ком-то другом, и вы уже думаете, может быть, о том, что серийная моногамия — это не такой уж сильный и плохой вариант для вашей жизни, может быть, вам стоит самому его предпочесть. И вы смотрите какие-то фильмы, читаете книжки, там такие классные романтические представления о любви. И, в общем, кажется, мы начали забывать. И вот каким же образом вернуть эту самую искру в брак и сделать так, чтобы ваши отношения с годами становились все только лучше и лучше и лучше, а вы становились все только более счастливым и счастливым благодаря своему партнеру. На самом деле такое положение вещей, ухудшение качества отношений в браке, скука, или когда вы на него смотрите, а он вам уже надоел, или он чуть-чуть вырос с тех пор, как вы поженились, и оказался кем-то другим. Все это имеет, как и все в нашей психике, нейробиологическую подоплеку, которая заключается в том, что сначала в первые 3 года отношений у нас преобладает именно дофаминовый тип привязанности, то есть такая здоровая любовная зависимость, когда вы еще помните о том, что вы боялись, что вас не выберут, и вы такой: ой, да у меня и попка целлюлитненькая, и плечики узенькие, может быть, я никогда не смогу себе даже никого найти, а потом: о боже, этот такой красивый, такой умный, обратил на меня внимание, о боже, меня выбрали, какое счастье, я уже больше не буду один. То есть мы еще боимся потерять этого человека, и он нам кажется таким новым, таким привлекательным, таким интересным, а потом у нас с ним первый поцелуй, а потом у нас с ним первый секс, о боже, уи, это так круто, все так интересно. А потом вы ходите, занимаетесь какими-то интересными делами, он вам открывает свой новый мир, и вы в каком-то безумном потоке эмпатии просто погружаетесь в него, и все в ваших отношениях шикарно. Это дофаминовый тип привязанности. А потом, спустя 3 года, начинается окситоциновая привязанность. Это когда вы все больше и больше узнаете этого человека, вы уже можете делиться с ним абсолютно всеми своими мыслями, абсолютно всеми своими эмоциями. И вы чувствуете такую глубокую, полнокровную, приятную близость, которая уже недостижима ни с одним другим человеком. И именно за счет этого вы получаете такой кайф в этих отношениях. Но, конечно, если вы не смогли наладить коммуникацию до этого времени, то у вас от окситоциновой привязанности ничего хорошего не получится. Поэтому сегодня в дополнение, конечно же, к абсолютно универсальным памяткам, к ненасильственному общению, к тому, как правильно конфликтовать, это абсолютная база для всех людей в мире, мы будем это дополнять еще невероятно действенными и эффективными приемами того, как поддержать и приумножить счастье в отношениях. Все эти приемы выглядят со стороны как немножко дикие, тупые и поехавшие, но они невероятно кайфовые и безумно эффективные на практике. Мы с вами будем двигаться от простого к сложному. И самый простой прием, первый, это хвалить своего партнера. Вот опять же, в первые 3 года жизни вашей совместной вы еще настолько сильно им восхищаетесь, вы настолько сильно непроизвольно направляете свое внимание и воображение, восприятие на то, чтобы видеть в нем все эти плюсы, постоянно их смаковать, просто кайфовать от них, балдеть и им удивляться, потому что они новые, что вы просто на невербальном уровне сочитесь огромной любовью и радостью к нему, и он это чувствует. Он чувствует ваше восхищение, он чувствует вашу благодарность без слов, потому что вы просто как вот эта радостная собака, которая, ура, обрела своего хозяина, вы виляете этим хвостом, да?
Но потом, спустя 3 года, когда уже интенсивность ваших эмоций чуть-чуть падает до более такого повседневного, бытового, житейского уровня, нужно это еще и проговаривать. А у нас у всех людей в мире есть такая дурацкая черта. Мы даже когда про человека что-то хорошее знаем и помним, и про себя даже внутри это отмечаем, проговариваем, мы же как партизаны никогда в жизни это не скажем. Но что-то любое малейшее нам не понравится, какая-то милипусечкальная критика, мы же обязательно про это не применем высказаться. И возможности мы такой не упустим. И что слышит наш партнер, что слышит человек? Что мы им постоянно недовольны, он у нас находится в вакууме, и тут минус, 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 минус. И мы кидаем ему критиканские бомбочки. И это абсолютно неплодородная почва, на которой он не вырастет. И именно похвала является вообще самой главной вещью в мире, которую мы можем делать друг для друга. Абсолютно бесплатно, эффективно. И это создает настолько благотворную среду, что человек в ней просто расцветает. И как бутончик влажной розы на утреннем июльском солнце. И вот я догадалась до того, что это можно делать где-то лет 6 назад. Я как-то случайно своего мужа похвалила. И в смысле, я это просто проговорила, дала себе труд проговорить то, что я про него и так думаю, хорошее, словами. Я еще постаралась это как-то красиво сформулировать. И по его вот такой вот реакции со стороны я поняла, что это нужно, что это желанно, и то, что это жажда его. И после этого я просто повторила этот нехитрый фокус-покус. Потом он начал делать по отношению ко мне то же самое. И, блин, о боже, я поняла, насколько это реально круто. В целом в день нужно минимум 10 похвал. Запомните, 10 похвал. И можно делать так: 5 восхищений и 5 благодарностей. Этот лайфхак вы уже знаете. Я вам рассказывала, что те люди, которые невротики, они больше склонны к чувству вины. И поэтому им больше нравится, когда их благодарят за что-то. То есть говорят: спасибо большое за то, что ты вот это для меня сделал. А те люди, которые являются высокоуровневыми нарциссами, им больше свойственно чувство стыда, и им гораздо больше нравится, когда им дают позитивные оценки именно в виде восхищения. То есть говорят: о, какой ты умный, какой ты красивый, какой ты классный. И вы постараетесь своему партнеру сделать и то, попробовать. Вы же, если не знаете, чего ему больше нравится. И потом по его реакции вы научитесь понимать, какая разновидность похвалы ему нравится больше всего. Вот я сама склонна к чувству вины больше была изначально, и поэтому я своего мужа привыкла благодарить. Вот даже недавно был такой случай, просто мимо нас проходили люди, там мужик говорит своей подруге: ты куда идешь, ты куда прешь, ты что делаешь? И она там: ой, милый, прости, я просто... Ты что не видишь, да я тут иду. И я говорю своему мужу: Господи, спасибо тебе большое за то, что ты так классно ко мне относишься. Ты создаешь для меня такую среду вообще ненасильственную, в которой я очень классно, комфортно, безопасно себя чувствую. И он так типа посмотрел, и тут я такая: ага, я говорю: Сереж, какой у тебя высокий уровень психического развития по сравнению со всеми мужчинами. И тут он такой: о, ему понравилось. И вообще, он мной очень много восхищается. И это, конечно, круто, но я еще люблю, когда меня благодарят тоже. Поэтому наш идеальный диалог выглядит так: боже, какой ты умный. И я ему: а он мне: спасибо. Но надо и то, и благодарность, и восхищение. Просто смотрите, что вашему партнеру нравится больше. И второе в этом: обязательно используйте прикосновения, эротические прикосновения. Обняться, потрогать, погладить, пожмякать всякие разные части тела, за жопку ухватить. В общем, что вы любите лично? Сисечки потрогать или член с яичками. В общем, постоянно какие-то, небольшие легкие дотрагивания, прикосновения, поцелуйчики. Просто встать, обняться и рядышком постоять. Это нужно для того, чтобы партнер не забывал о том, что он для вас постоянно является сексуально привлекательным. О благотворности похвалы много говорить не буду, но в целом могу сказать, что это самая универсальная и эффективная методика вообще сделать жизнь лучше для всех людей. Потому что потом, когда я поняла, насколько это круто работает в браке, то есть у нас жизнь очень сильно реально изменилась после этого. Мы стали более уверенными в себе, мы стали более какими-то пробивными, более сильными, более неуязвимыми, более счастливыми, потому что мы постоянно чувствуем мощь поддержки, безусловного принятия и чего-то хорошего в своей жизни.
Я потом начала делать то же самое со своими клиентами. То есть я начала им говорить то, что мне действительно в них хорошее, нравится. И я тогда поняла, что именно самый главный психотерапевтический эффект от работы вообще психоаналитика – это именно создать такие благотворные отношения с человеком, в которых он может научиться делать самые важные вещи, а потом этот опыт экстраполировать уже на принципы построения отношений с другими людьми. Потом то же самое мы начали делать в чатике, кармические пирожки. Все люди там просто хвалят друг друга, и они все расцветают на глазах. Это просто, блин, я не знаю, это вообще, короче, это самое крутое, что может быть в мире. Далее, второй метод – это если у вас в паре происходят конфликты, недопонимания, какие-то неразрешимые противоречия, и вы просто не можете понять друг друга. Я этот метод называю ядреная бомба эмпатии. В чем он заключается? Метод самый парадоксальный. Короче, когда вот вы ссоритесь, спорите и конфликтуете, и не можете донести друг до друга мысль, свою главную, основную, не можете друг друга понять, то вам надо сделать просто такой переворотик и начать прям говорить реплики друг друга. Вот буквально по 2-3 строчки вам удастся сказать, и после этого у вас мощнейшим образом активизируются просто все генераторы эмпатии, все зеркальные нейроны, которые у вас спали, и вы поймете самые скрытые, непередаваемые, тонкие нюансы, невысказанные, невербальные такие нотки эмоций, которые партнер не может сформулировать для вас, не может их донести, потому что именно когда вы себя ставите на его место, вы вдруг понимаете все. Ну вот, допустим, давайте рассмотрим пример. Там жена говорит мужу: когда мы уже будем рожать детей? Он говорит: давай попозже. А почему попозже? Ну, я не знаю, я еще не готов. Блин, ну почему не готов? Ну вот Леша с Машей уже родили, и Дима с Оксаной уже тоже родили, а мы уже 6 лет живем вместе, все не родили. Господи, да ладно, что ты прикопалась ко мне с этими детьми? Давай попозже, я тебе говорю, я еще не готов. Ну почему ты не готов? Почему ты не готов? А я готова. Ну слушай, а куда торопиться? Ну, вдруг я потом не смогу родить, вдруг что-нибудь потом пойдет не так. Да ладно, это только в Советском Союзе говорили, что до 25 это старородящие. Сейчас вон и в 40, и в 50 рожают, не переживай. Ну как не переживать? Ты меня не понимаешь, я все поняла, я вышла замуж не за того. Ты не хочешь от меня детей, я знаю, ты эгоист, ты любишь только о себе заботиться. Я знаю, что когда я буду в беспомощном положении, я буду тебе не нужна вместе с этими детьми, давай тогда вообще будем разводиться. И вот вы берете, вот вы уже знаете свой диалог примерно, как там у вас это все развивается. И вы просто берете и в какой-то момент начинаете прям брать и произносить реплики друг друга. То есть муж к жене подходит и говорит: дорогая, давай рожать детей. А она говорит: я еще не хочу, давай попозже. Ну почему попозже? Я умоляю тебя, давай, я уже готов. Да не, ну зачем? Куда торопиться? И вот уже прямо сейчас, в этот момент, вы понимаете вдруг, что ваша жена – это не какая-то нудная, задротская мегера, которая постоянно к вам пристает со всякой фигней и постоянно вечно от вас чего-то хочет, куда-то вас захомутать. А вы, ну, в смысле девушка, про своего мужа понимаете, что это не пассивный какой-то человек, который вас не любит и не хочет о вас заботиться, и вы перестаете его отказ воспринимать на свой счет. А в результате того, что когда вы проговариваете его реплики, вы понимаете, что он наоборот слишком сильно вас любит, и он заботится о вас, и он боится вас потерять, вас прежнюю, и ваши текущие отношения с ним, или он боится брать на себя ответственность за воспитание детей, потому что он к этому наоборот очень серьезно относится, и вы наоборот выбрали себе самого хорошего партнера. И это срабатывает абсолютно в любой теме, потому что это вы проникаете друг в друга не вот настолько по максимуму, а даже вот так вот очень сильно. Попробуйте. Все закончится тем, что вы начнете смеяться, обниматься, и любой конфликт будет уже просто выеденного яйца не стоить, потому что вы после того, как проговорите реплики друг друга, каждый сделает другому то, что он захочет. Третий метод – это противоядие против скуки в браке. Вот
получилось так, что захватила вас бытовуха, и вы так смотрите на него, а он так смотрит на вас, а вы оба сидите в своих телефонах или в своих ноутбуках, и вы вообще, короче, друг с другом уже даже и время особо не проводите, не ходите куда-то, куда вы раньше ходили. Что с этим делать? Берете и составляете список из 10 приятных совместных дел. Тех дел, которые вы делали друг с другом раньше, когда только познакомились. Может быть, вы и в зной, и в стужу, и в дождь, и в слякоть наматывали 4-часовые круги, и вы постоянно где-нибудь гуляли по городу, по полям, по лесам, а сейчас вы перестали это делать. И вот это надо возобновить и опять начать это делать, хотя бы раз в неделю. Или, может быть, раньше вы занимались сексом, а потом друг другу читали книжку. Или, может быть, вы вместе готовили есть, а потом смотрели какой-нибудь фильм. Вот это все надо вернуть. В общем, короче, составить вместе этот список, а потом просто, когда вот в следующий раз вам становится скучно, просто брать все дела эти, читать, спрашивать друг друга, что вы хотите делать. И даже если вы сейчас не хотите делать, или вам так кажется, что вы не хотите делать, потому что вы уже отвыкли, все равно надо себя немножечко чуть-чуть заставлять, идти, брать и делать. И следующее противоядие против скуки – это просто ввести себе в традицию каждый день по часу друг с другом разговаривать. Тоже сначала будет скучно, и вот вы выключите все свои гаджеты, такие, и только сверчки такие сверкают, типа, и вы, вроде мы уже все обсудили, это такой до боли знакомый человек, ля-ля-ля, даже не знает, что делать, короче, не получается друг с другом разговаривать. Но потом, если вы продолжите прилагать к этому усилия, то потом, естественно, в конце у вас получится, и вы опять узнаете друг друга, вы будете разговаривать про текущие свои дела, потребности, эмоции, мысли. И это будет самое что-то безумно интересное опять в вашей жизни, если вы это вернете в свою привычку, потому что человек не перестал быть таким же классным и таким же интересным. Это просто вы стали более ленивым, распущенным, с гулькой на башке и обыденным. Значит, следующая, 4-я методика служит у нас как способ примириться с какими-то недостатками, которые нам в партнере не нравятся, и мы никак не можем их изменить. Вот, есть такое, да, как ты не критикуй этого человека, вот до какого-то определенного предела, и дальше он все равно уже не изменится, потому что он есть такой. Вот, например, не знаю, там, разный уровень у вас чистоплотности. Вы любите, чтобы раковину ваша супруга мыла каждый день, а она любит раз в неделю ее мыть. Вот не смущают ее ни волосинки, ни кусочек сопли, который повис на этой раковине. Или вы спускаетесь по лестнице своего дома и все время натыкаетесь на швабру, которую она не ставит в кладовку, оставляет ее возле, лестницы. Либо не нравится вам, что, не знаю, у вашего мужа прыщи на спине, но ничего он с ними не может сделать. Но они вот прямо не возбуждают вас сексуально. Или храпит человек. Какой-нибудь недостаток, который уже нельзя исправить. С ним можно только примириться. Это упражнение называется брачный налог. В чем оно заключается? Вот мы все платим налоги. И мы все очень сильно не любим платить налоги. Особенно вот в Украине люди вообще не любят платить налоги. Но налог – это неизбежность. Мы все вынуждены его платить. Вот мы вот родились, и мы не просили рождаться в государстве. Может, мы не любим вообще это государство. Может, мы в душе анархисты. Но так получилось, что за то, чтобы жить в этом государстве, мы должны платить налоги. Хочешь ты этого или не хочешь. Чтобы у нас были дороги, детские сады, медицинские учреждения, армия, которая во время войны бы нас защищала и так далее. Это просто неизбежность. И мы вынуждены с этим смириться и принять это как данность. Вот точно так же можно и относиться к этому недостатку своего супруга. То есть в следующий раз, когда вас начнет что-то в нем бесить, вы можете себе просто сказать: это мой брачный налог. За то, чтобы пользоваться всеми преимуществами, которые мне дает брак. Это близость, поддержка, доверие, доброта моего супруга. Это то, что он помогает мне решать жизненные проблемы. То, что мы более крепко материально обеспечены. То, что у меня есть родственная душа. То, что мы занимаемся сексом. Вот за все это я вынужден
платить вот такой вот налог. То есть терпеть эту черту, которая не изменится. И это неизбежность. То есть таким образом вы успокаиваетесь, у вас пропадает раздражение, и вот это дичайшая фрустрация, когда вам все время хочется чего-то большего, чего-то большего и чего-то большего. И как раз тем, как же быть, когда наш брак не идеальный, и примириться уже вообще с его неидеальностью окончательно. Для этого у нас служит 5-е упражнение, которое называется «3 представления о браке». И для того, чтобы его выполнить, вам нужно сделать его в письменной форме. То есть максимально расписать именно 3 внутренних представления о браке, то, что вы про него думаете. Первое – это мой идеальный брак. Второе – это мой реальный брак. И третье – это брак моих родственников, знакомых и друзей, то есть всех пар в референтной группе, в окружающей нас непосредственно среде. Почему почему надо делать вообще это упражнение? Суть заключается в том, что, наверное, самое главное свойство человека – это то, что он все время по жизни чем-то недоволен. Ему дай палец, он по локоть откусит, ему дай по локоть, он по плечо откусит и так далее и тому подобное. То есть какая-то ненасытность постоянно присутствует во всем. Сколько ты денег не зарабатывай, тебе всегда будет хотеться еще большего. Там кажется, что ты несчастный, потому что у тебя психологические проблемы, потом ты их решишь, становишься счастливой, но потом ты привыкаешь к этому уровню счастья, и надо еще чего-то большего. И то же самое случается и в браке. Да? То есть сначала вы вообще хотели, чтобы у вас хоть кто-то был, теперь у вас есть клевый муж или клевая жена, а вы все равно недовольны. Вот, что с вами будет происходить, когда вы будете расписывать это упражнение? В чем заключается его суть? Во-первых, когда вы расписываете первый образ, это идеальный брак. Вот вы чувствуете, что у вас есть хроническое недовольство. И вы думаете, вот, например, мой муж меня не любит или моя жена меня не любит. А когда вы расписываете идеальное представление, то вы у себя как бы спрашиваете, а чего я, собственно говоря, хочу? И вот, например, жена пишет, я хочу, чтобы мой муж меня больше любил. Угу. Ну хорошо, а в чем это должно заключаться? Как ты себе это представляешь, дорогуша? Вот она, например, пишет, я хочу, чтобы он каждую неделю дарил мне цветы. Или я хочу, чтобы когда он приходит с работы, он не пил пиво, а сидел, игрался с ребенком. Или чтобы он мне говорил каждый день, что я красивая, что я сексуально привлекательна. Короче говоря, это расписываете. И в чем заключается цель конечная? Пока вы это расписываете, вы, во-первых, максимально четко и хорошо для себя понимаете, чего вы именно на самом деле хотите. То есть вы формулируете свои потребности. И в результате этого вы уже делаете готовую матрицу, подложку, форма обращения в ненасильственной форме к партнеру. То есть вы перечисляете и факты, которые вам не нравятся, и эмоции, которые у вас это вызывает, и потребности, и конкретную просьбу, самое главное. Как вы хотите, чтобы он изменил свое поведение, чтобы ваш брак реально стал лучше. А второе, что с вами происходит, вы понимаете в процессе написания этих идеальных представлений о браке, что часть из того, что вы хотите, это просто какая-то смешная туфта и фигня, и что вы как-то зажрались, зарвались, и что это вообще просто какая-то инфантильная дичь. Ну, например, там, типа, что вы хотите, чтобы вам каждый день супруг дарил цветы. Вот. То есть, на самом деле я этого хочу или не на самом деле я этого хочу. Что это такое? В конце концов, люди вырубили лес для того, чтобы посадить там тюльпаны, их пестицидами опрыскивают, экологию портят, потом из Голландии их сюда везут, потом бедные несчастные женщины в подземных переходах сидят, их продают, и я буду поддерживать этот бизнес в угоду своей какой-то дурацкой эмоции. Мы потратим деньги из семейного бюджета на эти цветы, которые, может, лучше было бы потратить, не знаю, на какие-нибудь свежие фрукты или на абонемент в тренажерный зал. И вот в итоге вы понимаете, что части того, что вам кажется, что вы хотите, вы на самом деле вовсе-то не так уж сильно и хотите. И вы попускаетесь. И в результате этого ваши идеальные представления о браке становятся более близкими к вашим реальным представлениям о браке. Когда вы расписываете вторую часть, это внутренние представления о том, какой является мой реальный брак, то вы перечисляете все то, чем вы недовольны, все то, что хорошее в нем есть. И в результате этого вы, когда будете писать, вы просто это сами поймете, попробуйте просто сесть и расписать. Вы почувствуете, как эти два внутренних представления, идеальный брак и реальный брак, уже перестают быть такими бесконечно далекими друг от друга, и они просто сближаются, и они на самом деле гораздо ближе друг к другу, чем вам кажется, когда вы одержимы вот этим вот желанием получить
все на свете и даже чуточку больше. А про соседей и друзей это вообще самый прикольный пункт. То есть пока вы его заполняете, вы понимаете, что у Оксанки муж алкоголик, а у Светки муж ей изменяет, а эти ребенка вон не могут родить, и что идеального брака вообще в мире его не существует просто ни у кого, его ни у кого нет. Существуют в мире только реальные браки. И та форма реального брака, которая есть у вас, она для вас-то самая шикарная, она для вас самая лучшая. Вы сами любите ее, вы сами ее сделали. И как у Оксанки вы не хотите, и как ни у кого другого вы не хотите. И вы свой реальный брак в итоге начинаете любить еще и еще сильнее. Вообще все эти упражнения в психотерапии, они называются моделирование позитивной коммуникации. И в чем тут главная цель и главный смысл? Если мы злимся, раздражаемся, являемся удрученными, уставшими, что нам что-то надоело, у нас скука, наше восприятие из всего выбирает только негативные, да, какие-то моменты, и за них цепляется. И мы в итоге превращаемся в людей, которые все больше и больше вырывают себе яму и все больше и больше в нее погружаются. А моделирование позитивной коммуникации — это не когда мы делаем акцент на этот негатив и стараемся с ним бороться, а это когда мы его просто позитивом душим, гасим и убиваем, потому что мы такой мощный поток любви включаем и такой огромный акцент делаем на позитив, что он просто затапливает собой все, и из-за этого мы становимся счастливыми, и на фоне всего этого позитива мелкие негативчики просто меркнут. Ну и шестое упражнение, которое я вам хочу сказать, тоже очень важный нюанс, который многие люди, например, которые приходят ко мне на супружеские парные консультации, они вообще не понимают. Это то, как организовать быт и как организовать распределение обязанностей в семье. Потому что если обязанности распределены неравномерно, то из-за этого какой-то один из супругов очень сильно начинает страдать, и он становится несчастным. И тут важно такой принцип понимать. Вот у нас есть жена, и вот у нас есть муж, да? И у нас есть кто сколько денег зарабатывает и кто какое количество бытовых дел выполняет. И это должно быть равно друг другу. То есть если муж зарабатывает 100% денег, то на жене 100% семейных обязанностей. Если муж зарабатывает 60% денег, то на нем 40% обязанностей семейных, например. Да? То есть чтобы все равно получилось 100. Например, жена зарабатывает 40% денег, на ней 60% семейных обязанностей. Чтобы никто не был обделен, чтобы все были удовлетворены. И если обстоятельства меняются, то и можно менять этот стиль и принцип, и варьировать это. Например, раньше жена совсем не работала, теперь она вышла на работу, начала зарабатывать 40% семейного бюджета, он с 100 начал зарабатывать 60, соответственно, он уже начинает мыть посуду, чистить унитаз, допустим, ну или делать еще что-нибудь, что они сами выберут и договорятся. И если у вас возникают конфликты, недопонимания, или нет четко очерченного чего-то там, кто выносит мусор, или кто пылесосит, или кто моет полы, надо сесть, выписать вообще все, что надо делать по дому: мыть посуду, ходить в магазин, готовить еду, мыть окна, вытирать плинтуса, вытирать пыль, мыть полы, пылесосить полы, подметать полы и так далее и тому подобное. То есть, короче говоря, все выписывается, и потом просто сидим и распределяем, просто как в арифметике. Будешь мыть полы? Да. Насколько часто? Раз в неделю. Устраивает тебя? Устраивает. Хорошо, давай, по рукам. Потому что если этого не сделать, очень многие женщины, а иногда бывает такое, что и мужчины, у меня есть один клиент, который все делал, он и на 100% деньги зарабатывал, и на 100% дома еще и убирался, все делал, а девушка не делала вообще ничего, и отношения их распались не из-за этого, причем, да, то есть иногда бывает такое, что человек, ну, например, если он отягощен глубинным чувством вины, он берет на себя все, взваливает, а потом время проходит, и он такой, не. То есть чем-то он начинает уже быть недовольным, да? Он уже хочет как-то поменять обстоятельства, но структура-то уже сложилась, уже вся канва обустроилась, и поэтому надо все это ломать, заново перестраивать и делать так, чтобы для всех это было уже более гармонично. И обязательно этот момент просто тоже надо учитывать для того, чтобы не было каких-то недосказанностей, пассивной агрессии, хронически скрываемого недовольства, потому что человек, который больше делает, он сам себе в этом отчет не отдает, что он несчастлив из-за этого.
и он это сформулировать не может. Вот. А сейчас я вам подсказала, и вы сможете вот так вот сесть, уже четко распределить это все, посчитать, можно даже в тетрадочку там на протяжении недели, месяца записывать, для того, чтобы убедиться все-таки, кто сколько делает, и для того, чтобы прийти к какому-то новому балансу, гармонии и равноправию. Ну, а самое главное, конечно же, о чем мы сегодня не поговорили, это секс. Потому что все эти упражнения, все моделирование позитивной коммуникации, это прекрасно. Но это все равно второй этаж. А первый этаж у нас всегда это будет гармония сексуальной жизни. Потому что если женщина будет сексуально удовлетворена, у нее постоянно будут оргазмы на регулярной основе, уже все остальное пофигу. Позитивная коммуникация смоделируется сама собой. И вот Фрейд говорил, что самое главное, что объединяет людей, это стол и постель. Это первая очередь. А все остальное уже будет во вторую очередь. Но по поводу секса я буду отдельно раскрывать эту тему в других видео. У меня еще скоро, значит, как, типа, мужская сексуальность и все такое. То есть, короче говоря, как мужчина может заниматься сексом. Как женщина я уже научила немножко. Вот, а сейчас мы это все будем по кусочкам соединять, объединять. И, тогда вообще все будет супер просто. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Всем пока!